Друзья, здравствуйте! Велолетописец на связи. 6 сентября 2025 года. Мы выезжаем за город Быхов. Сегодня хочу снять деревню Трестивец, недалеко от Быхова. Сейчас мы направляемся к ней. Я уже снимал Трестивецкое кладбище. Сейчас хотел бы снять саму деревню. Как видите, покидаем мы с вами уже Быхов. Табличка. В общем, деревня в составе Холстовского сельсовета Быховского района Могилевской области, Беларуси. Известные уроженцы — это Баранкевич Анатолий Игнатьевич, советский военачальник и белорусский общественный деятель, генерал-майор, заслуженный военный летчик СССР. Население в 2010 году 72 человека, согласно Википедии. Вот то, что мне удалось найти. Еще пишут, что есть здесь святой родник святой великомученицы Варвары, Трестивца. Хотелось бы его тоже посетить. Собственно, посещают люди кладбище здесь, Трестивецкое. Итак, друзья, по роднику от центральной улицы деревни между домами 6 и 8 начинается тропа в северо-восточном направлении. По ней необходимо пройти около 150 метров, и перед родником вдоль тропы посажены молодые березки. Над родником установлено железное кольцо с откидной крышкой. Подход к кольцу оборудован деревянным настилом. Вокруг топь. Родник находится в левобережном пойме реки Мокрянка. Так пишут. Ну что, видим мы здесь знак, поворот на Трестивец. Будем заворачивать. По роднику старожилы помнят, что родник был освящен в честь святой великомученицы Варвары, а к источнику из Мокрянской церкви проводили крестный ход. Рядом с ней, возможно, была построена каплица, где проводились службы в день памяти святой Варвары. Ну что ж, друзья, наш поворот направо в деревне Трестивец. Также пишут, что воду пить можно, но нужно процеживать, потому что попадает песок. Так, пропустим грузовую. Чтобы у меня кепка не слетела, как при съемках в Сапежинке. Так, ну что ж, друзья, продолжаем наше движение в деревне Трестивец. Здесь основная улица будет улица Центральная. Налево и направо. Сначала мы с вами завернем налево, проедем через всю деревню. Потом вернемся, снимем здесь также дома. Посмотрим, какая здесь дорога, как и что здесь.
Итак, поворачиваем налево на улицу Центральная. Песчаная дорога. Уложена гравийкой. Ну, как видите, тоже дома строятся. Подвезен стройматериал. Есть тоже заброшки, как и в любой деревне. Движемся с вами далее по улице Центральная. Собаки. Классика. Центральная, дом 55 написано. И там, судя по всему, уже скоро тупик будет. Будем прямо выезжать в поле. Уже скоро, друзья. Еще какие-то проезды сделаны. Так, ну тут по идее все. Дорога будет обрываться. Да, друзья. Как-то так. Возвращаемся на тот перекресток. Поедем с ним ту оставшуюся часть улицы Центральная. Итак, друзья, вернулись мы на этот перекресток. Поедем дальше по улице Центральная. Согласно карте, она еще здесь тянется.
Сначала заснимем деревню, а потом пойдем искать уже родник. Так, ну прямо у нас здесь дворик. Туда мы не поедем, там тупик. Согласно карте, здесь еще можно проехать. Вот как это все выглядит. Попытаемся сейчас. Кс-кс-кс. Кот улегся на дорогу. Ну вот, качели чьи-то. Едем с вами далее, друзья. Надеюсь, найдем здесь проезд. Там вроде как можно будет повернуть назад, сделать круг и вернуться к тому же перекрестку. Так, ну, судя по всему, здесь я уже не проеду. Пути нет. Друзья, ну вот туда я собирался проехать. Там нет пути. Поэтому пытаемся здесь завернуть и вернуться на тот перекресток к улице Центральная. Тут какие-то есть проблески дороги. Но ехать вообще нереально. Спешиваемся, пройдем. Итак, вон там вдалеке дома. И вот здесь по левую руку. Так, вот здесь дворик. Ну и судя по всему, здесь мы уже сможем, получается, ехать. Так, друзья, возвращаемся в деревню Трестивец. Так, ну тут тоже сложно назвать дорогой. Куча выбоин и камней. Но тем не менее
Попытаемся проехать. Разбудил я собаку какую-то. Лает. Так, вот такие здесь дома. Коза пасется вдалеке. И так, здесь лужа какая-то, не знаю. Я, возможно, здесь и не проеду. Так, прошли мы здесь. Где-то вдалеке целая свора собак. Здесь как будто бы был раньше дом, как будто бы все заровняли. Иду словно по полю. Что даже не похоже на дорогу. Так, ну вот мы вышли, получается, к дороге. Итак, друзья, хочу я все-таки родник найти этот. Тут у нас 6-й дом, судя по всему. Ну что, друзья, лево-право, право-лево. Повернул я левее, получается. Пишут, что 150 метров где-то. Да, вот мы, получается, пришли к роднику. В принципе, все как и указано в интернете. То есть металлическая крышка здесь на нем. Вода пресная, необходимо отстаивать воду перед употреблением, так как при наборе попадает песок. Считается среди верующих, что лечит от заболеваний сердца и глаз, спасает от морщинок, укрепляет зубы. Пить с утра натощак.
Ну, здесь как бы на самом деле, как и писалось в интернете, топь. То есть я прохожу, и тут хлюпает вода. То есть болотистая местность. Тут, если посмотреть вокруг, заросли, все в воде будет. Ну, вот такой получается родник Святой Варвары. Можно сказать, местная достопримечательность. Ну что ж, друзья, родник нашли. Будем потихоньку отправляться назад. Вот так, собственно, друзья, сейчас выглядит деревня Трестилец. Вернулся на улицу Центральная. Друзья, кажется, еще вот здесь не отснималось. Я хотел круг сделать. У меня не получилось. Давайте еще здесь проедем. Там пришлось мне срезать. Здесь еще есть дома. Ну, здесь тупики будут. Собственно, коза, которую мы видели издалека. В общем, такой ролик получился у нас сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч, друзья!